Ребят, огромное спасибо вам за финансовую поддержку меня и моего YouTube-канала на Бусти. Ваша безвозмездная помощь в это трудное время очень важна для меня, так как монетизации на YouTube совсем нет. Приятного просмотра. Здорово-здорово, братишки и сестренки! Приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. А розыгрыш сегодня благодаря игроку с ником Иванчер. Для участия в розыгрыше тебе нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно обязательно написать свой игровой ник. Все комментарии и подписки я проверю. А итоги розыгрыша будут через неделю, 5 июня. Также от души благодарю ребят, которые просто так жертвуют свои игровые ценности для меня. С вашей помощью я все ближе и ближе к своей мечте. Спасибо, ребят. Под предыдущим видео меня просили снять обзор на MP5SD, но мы с ребятами из клана SVG Vulkan пошли дальше и записали тест сразу двух автоматов. Это MP5SD и MP5A2. Да, кстати, кто желает к нам вступить, мы всегда рады. Контакты главы клана я оставлю в описании и закрепленный комментарий под этим видео. Для теста урона мы взяли самые широко распространенные бронежилеты. Шкурка 6B2, 6B3, ПАС ГТ, 6B5, 6B11 и 6B12. Ну и конечно же два пистолета-пулемета MP5A2 и СД. Я постараюсь быть предельно кратким, чтобы не растягивать видео, ну и соответственно постараюсь дать как можно больше информации. Если что-то забуду или не скажу, не серчайте, всего ты и не упомнишь. Первое, на что стоит обратить внимание, это цена данных экземпляров на доске. А2 стоит 11 миллионов, а его собрат SD 22 миллиона, что в 2 раза дороже. Магазины на них стартуют от 400 тысяч. Питаются эти автоматы калибром 9.19. Люгер — это обычный патрон, ПБП бронебойный и ФМЖ экспансивный. Теперь разберем три вида этих патронов. Ребята испробовали все три, проанализировав сделанные видеозаписи, я пришел к такому выводу, что урон по бронежилету у патрона Люгер и ФМЖ почти одинаковые. Различие в пару единиц, хотя по задумке должно быть колоссальное различие, ведь патрон ФМЖ является экспансивным и не способен пробить бронежилеты. Тест на мутантах показал, что эффективнее всего использовать патрон ФМЖ, что в принципе и логично. Бронебойный патрон ПБП отличается повышенным уроном в сравнении с люгерами и ФМЖшками. Урон увеличен примерно на 10-20 единиц. Чуть не забыл сказать, что на обоих оружиях урон идентичен, что у А2, что у СД. Показатели урона одинаковые. Подводя итоги по патронам, могу сказать, что выделяю один основной вид, с которым ты будешь бегать везде. Это ФМЖ, который, как оказалось, универсальный. Он отлично, повторюсь и сделаю на этом акцент, отлично подойдет для фарма и отстрела мутантов. А также для того, чтобы защитить себя от недоброжелательных нахлебников, которые захотят отобрать у вас честно заработанное добришко. Что касается патрона ПБП, он исключительно для ПВП, но ПВП с МП5 ты не будешь, потому что ствол, по моему мнению, создан совершенно не для этого. Если будешь в черном лесу, то ты по-любому столкнешься с одной проблемой. Там не продается патрон ФМЖ в свободном доступе, если только через донатки или базы, но это неудобно и навряд ли кто-то тебе продаст. Лучше всего из предложенных там двух видов ПБП и люгеры использовать люгеры, так как урон по мутантам на них будет значительно больше по сравнению с ПБП. Это уже проверено 100%. Огромным плюсом обоих видов оружия является возможность использования их без модификации. То есть купил и бегай и радуйся. Да и модать и тратить на это деньги я не вижу никакого смысла. Отдача и так комфортная, а пробитие уже высокое. Просто выбросить несколько десятков миллионов в пустоту — это нерентабельно. Лучше потратить эти же деньги на покупку магазинов и бегать фармить с этими магазинами и оружием. Ну, а разница между SD и А2 небольшая. Я скажу, даже при эксплуатации она незаметна. Отличаются они друг от друга скорострельностью, у А2 она больше на 100 выстрелов в минуту, отдачей и качанием. Но повторюсь, при использовании ты этого даже не почувствуешь. Подводя итоги, в заключение могу сказать, обе пушки хороши для фарма, но и для защиты себя от недоброжелателей. Эффективная дистанция — это ближняя и средняя. Урон у них одинаковый, так что можно смело пользоваться дешевой версией, это А2. А если тебя устраивает переплата в 11 миллионов за глушитель, то не смею отговаривать. К слову, глушитель у MP5SD не работает должным образом. Мобы все равно будут бежать на тебя, а не убегать, как это принято. Но в каких-то ситуациях это, наверное, даже плюс, чем минус. Обе пушки отлично подойдут для фарма. Однозначно советую. Я и сам бегаю и фармлюсь с такой штучкой. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Увидимся в зоне. До скорого. Ну, проветришься, заходи.